Я маяк мудрости в океане невежества. Хей, всем привет, игроки Браухалы! Уже осень, как вам известно, и ролик выходит именно сейчас. А это означает лишь одно: наш ролик будет приближен к этой погоде, для кого-то грустной, неприятной, быть может грязной, для кого-то золотистой и красивой, выбирать лишь вам, но точно уютной и дождливой, и именно таким же и будет наш ролик. В данном гайде мы узнаем о таком виде оружия, как лук. Важное примечание. Если вы решили смотреть этот гайд для обучения игре на луке, то смотрите внимательно и до конца, ведь в гайде я буду по ходу ролика возвращаться к тому, что было сказано ранее, и говорить об этом уже относительно других факторов. Введение. Спасибо, Кел. Лук является весьма уникальным оружием, весомое преимущество которого заключается в его дальности атаки. Для хорошей игры до рейтинга около 1750 Эла достаточно элементарных знаний атак и умения зонить. Однако последнее умение можно развить до такого уровня, что и рейтинг в 1850 Эла не является пределом. Тогда для чего же требуется изучение комбинаций на этот вид оружия? Комбинации нужны в первую очередь новичкам для понимания сути игры на луке, во вторую же очередь для адекватного и логичного планирования атак, комбинаций и уверенной игре на разбираемом нами сегодня оружии. Сам же лук довольно однообразный вид оружия, который не имеет широкого разнообразия атак. Если вы хотели бы играть в агрессивном стиле, то лучше выбрать иное оружие, нежели лук, ведь он лучше раскрывает себя в пассивной игре. Итак, есть комбинации без возможности уклонения для противника, а есть и с этой возможностью. Какую вы бы хотели использовать? Думаю, ваш ответ логичен. И сегодня мы разберемся в смысле каждой комбинации и какая лучше в той или иной ситуации. В первую очередь стоит начать с важного – комбинаций атак, от которых ваш противник не в состоянии увернуться. True атак. Для начала поверхностно пробежимся по каждой. Легкая атака вниз и легкая атака без нажатий клавиш является самой легкой трушкой, в ней нет абсолютно ничего сложного. Легкая атака вниз, прыжок, легкая атака в воздухе без нажатия клавиш также является легкой трушкой, стоит выше по сложности лишь из-за присутствия в ней прыжка. Ведь чем больше действий в комбинации, тем больше шансов ошибиться где-либо, верно? Легкая атака вниз, прыжок, тяжелая атака в воздухе. Ничего ощутимо сложного не добавилось. Легкая атака вниз, прыжок, легкая атака в сторону в воздухе. Эта трушка практически повторяет позапрошлую, однако здесь вместо нейра после прыжка сейр. Легкая атака вниз, прыжок, легкая атака вниз в воздухе. Вся сложность этой комбинации заключается в последнем ударе, которым довольно легко просто-напросто не попасть по противнику. Легкая атака вниз, прыжок, тяжелая атака вниз. Основная сложность трушки заключается в точном понимании, на каком расстоянии нужно совершить глайд для того, чтобы данная комбинация не имела кадров для уворота противника. Также эта комбинация работает как трушка, лишь если у вашего персонажа 6 или более скорости атаки. Легкая атака в сторону в воздухе, за ней следует легкая атака без нажатий клавиш. Подойдет лишь в начале игры до желтого стока, ведь именно после него в трушке начинают появляться кадры для уворота, из-за большого расстояния, которое нужно преодолеть для второй атаки. Итак, а теперь после беглого ознакомления перейдем к немного более подробному. Эту комбинацию можно использовать как на то, чтобы добить противника, чтобы согнать его с платформы и самому занять ее, так и для последующего применения прыжка и рекавери, либо нейра. По сути, назначение этой комбинации точно такое же, что и прошлое, однако стоит помнить, что есть задержка между двумя одинаковыми атаками, о чем я объясню позже, то бишь, если вы используете нейр, то второй нейр подряд лучше не делать. Все то же самое, что и ранее. Выделил бы только то, что чаще всего комбинация используется для добивания противника и является, пожалуй, самым лучшим вариантом, ведь урон рекавери наносит больше, чем сейр, нейр или нлайт. Быть может, эта комбинация и наносит меньше урона по противнику, но при нахождении его вблизи угла весьма полезно, дабы сбить его с платформы и дать себе время, ведь одно дело, когда противник над тобой, и совсем уже другое, когда за картой. Советовало бы использовать эту комбинацию лишь при том условии, если ваш противник находится непосредственно на углу карты. Ваша атака будет направлена вниз, как вероятное действие противника в надежде спрятаться за стену угла. Просто-напросто
больше вероятность убить его или заставить играть в вашей зоне влияния. Только и всего. Это самое мощное добивание, даже сильнее рекавери, о котором я говорил ранее. Но тогда почему я назвал именно рекавери лучшим способом, дабы добить врага? Как и говорилось ранее, во-первых, из-за требования в скорости атаки, чтобы комбинация была трушкой. Во-вторых, из-за невыгодной позиции, в которую вы попадаете, ошибившись. При условии, что ваш противник смог увернуться. Если все пройдет не так, как должно, то вы оказываетесь в невыгодной позиции. А как противник ей воспользуется и как вы будете исправлять эту оплошность, и может решить исход боя. Проще говоря, добивать рекавери просто-напросто безопасней. Однако, кто не рискует, да? Сам же я довольно редко использую подобную комбинацию, однако если вы уверены в своем умении попадать инлайтом, милости прошу. Если же нет, то рекомендую скорее начать улучшать свои навыки, ведь это, пожалуй, лучшая инлайт атака в игре. Комбинации — это неотъемлемая часть игры на каждом виде оружия. На луке разнообразие комбинаций не так велико, однако они есть. И раз их не то чтобы много, нам следует тем более их разобрать. Даже не столько ради самих комбинаций, как ради вашего понимания построения их на луке. Как и говорилось ранее, комбинации нужны начинающим игрокам для понимания сути игры на луке и опытным игрокам для адекватного логичного планирования атак, комбинаций в той или иной ситуации и уверенной игры. Это основа основ. И начнем мы, естественно, с самой частой и самой базовой комбинации на луке. Комбинации. Слайд, длайд, прыжок. Что делать после прыжка? Почти все что угодно. ГП, рекавери, дейр, нейр и сейр. В зависимости от того, какую атаку вы выбрали, комбинацию можно немного продлить. Естественно, атаку нужно выбирать по ситуации. И да, те атаки, что я назвал ранее, в списочек, я назвал в порядке от самого высокого урона к самому низкому. Вот про Unlight я, правда, забыл. Если вы выбрали ГП, то продлить можно с помощью нейра, если противник не сильно ранен и не сильно отлетел от платформы, однако я бы настоятельно не рекомендовал бы использовать подобную комбинацию для нанесения урона противнику. Максимум, как это говорилось ранее, как один из вариантов для добивания. Вероятно, для этого нужно будет начать атаку сразу с длайта, игнорируя слайд, иначе вы рискуете и в без того трудные трушки допустить ошибку. Следует также выделить, что обычно, чтобы вы не выбрали как последнюю атаку, многие игроки обычно и заканчивают на этом всю комбинацию. Однако сейчас мы разбираем тот случай, если вы хотите дожать противника. Какой комбинацией это возможно сделать? Какие варианты? Как-никак, мы в это же время пытаемся разобраться в построении комбинации на луке. Если вы выбрали рекавери, у вас есть несколько вариантов, в каждом следует нажать после рекавери у ворот, то бишь уже Airglide. Правильно говорить Airglide по идее, но мне так впадлу, честно, оно так не звучит. Ладно, неважно. В сторону противника по диагонали. Если вы решаете сделать после этого рекавери, то после него еще можно повторить диагональный уворот, что был ранее, и сделать уже нейр или опять же рекавери. Если же ваш выбор пал на дейр, то продолжать его можно тоже дейром. Однако перед ним стоит нажать Airglide и зайти за спину противнику. Дальше можно нажать Light либо Нейр, если противник не сильно продамажен, ведь эти атаки можно нажать после дейра в трушку. Но придется ебать как постараться, иначе сказать не могу. А после продолжать по ситуации. Также есть вариант проще и надежнее, именно его я и показывал вам сейчас на экранах. После дейра делаем Сейр, потом сразу Light. Это можно сделать в True, дальше по ситуации. Также можно сделать сейр, а после слайд, и так мы вновь повторяем эту комбинацию, не обязательно в точности. Или же делаем другую комбинацию, начинающуюся со слайда. Если вы продолжили с нейра, то делаем Airglide по диагонали в сторону предыдущей линии огня, а после Recovery повторяем Airglide и делаем либо вновь Recovery, либо нейр. И заключительная атака – сейр. Light мы вспоминать не будем, ведь его можно продлить точно так же, как мы продлевали нейр. Итак, сейр. Это, пожалуй, самая просторная атака для ваших действий, где можно устроить разгул. Тут я разве что хотел бы отметить, что не делайте, пожалуйста, 2 сейра подряд. Или вообще 2 одинаковые атаки одна за другой. Почему? Я вам запрещаю, а если серьезно, то у каждой атаки есть свое КД. И если вы повторяете свою атаку, это будет просто-напросто медленнее, нежели если бы вы выбрали, например, другую атаку. Итак,
Мы только что с вами преодолели основы, которые следует знать. Осталось не так много. А вообще, Килл, побудь хоть раз полезным. Ссылки на социальные сети в описании. Не сети, а сети, бестолочь. Бла-бла-бла. Ладно, молодец. Сейчас же мы разберем полезные комбинации или атаки и на их примере советы по игре, которые вам могут пригодиться. Комбинации. 2 глава. Думаю, как вы уже понимаете, все в игре на луке строится от прошлой комбинации, и зная ее, и имея немного воображения, можно придумать многое, и сейчас я подтолкну вас на этот путь. Slide Air Glide Dare. Довольно часто у вас будет возникать возможность сделать Air Glide подобным образом. Он может пригодиться в том случае, если вы уверены, что противник увернется, или вовсе начнет сам атаку. Таким образом, вы можете переждать момент его уворота, или самостоятельно увернуться от его атаки, направленной перед собой. Glide and Siga. Об этой комбинации я не мог не упомянуть. Она работает на всех героях с луком, за исключением Кайи. Однако на каждом герое кадры уворота разнятся, и уж тем более на каждом герое необходимость в этой комбинации разная. Однако стоит упомянуть о Коджи, у которого всего один кадр, и Диане, у которой 2. Также у Дианы после слайда есть возможность сделать еще и S-Сигу, из-за большой длительности ее хитбоксов, которые задевают неправильно уклонившихся противников. Я бы даже сказал, что если мейнить Диану вы не пользуетесь подобным преимуществом, то вы не играли за Диану. Glide Air Glide Dare. Уворачиваться за спину противника — это хороший временами вариант, чтобы запутать его. Эту комбинацию я сам использую довольно часто, если уверен, что противник увернется. А главное, если знаю куда. Ведь большое число игроков, попадая под комбинацию лука, пытаются увернуться именно в ту сторону противника, что нам здесь и надо. Подобное мы уже рассматривали ранее. Слайд. Забегаем за спину противника, еще один слайд. Одна из вариаций, в которой мы обманываем противника, не тратя ресурсы. Хотя это не совсем так. Дело в том, что тратя Airglide при обходе противника с тыла, вы стоите на земле, ударя по противнику слайдом второй раз. Тем самым кулдаун Airglide проходит быстрее. После чего мы можем использовать его для других маневров. Grand Pound Dare. Может пригодиться у стены, когда ваш противник был отправлен вниз с первой атакой и пытается подняться так, чтобы не попасть под нее второй раз. У вас часто есть возможность добить его дейром. В данном случае бот идет через левую сторону, как пойдет игрок, надо смотреть. Дейр Airglide Nair. Вероятно, противник не будет ожидать подобного нападения. Может пригодиться для неожиданной атаки. И подводя итоги этой главы, Airglide ваш друг. Благодаря ему вы можете добраться до противника, обмануть его или выжить. Используйте его с умом, а также чередуйте свои атаки. Протренируйте Light, Sair и Dare. Эти атаки точно вам пригодятся. Также не забывайте, что играете за персонажа, а не за оружие, и стоит учитывать сильные и слабые стороны каждого героя. А при построении своих комбинаций старайтесь использовать тот порядок атак, который оставит противнику минимальное количество кадров для уворота. И помните, лук раскрывается при пассивном стиле игры, но это не означает, что вам запрещено играть агрессивно. Знать, когда следует напасть, и знать, когда следует защищаться, разве это не ключ к победе? Ды. Спасибо, Кел, но в этот раз я сам. Итак, последняя глава – Риды. Здесь мы разберем то, что мы разбирали ранее. Если вы до конца не разобрались, то милости прошу, еще есть время. Нейтральный уворот. Почти никогда не представляет проблем. Как мы уже видели раньше, можно специально обойти противника, чтобы в дальнейшем повторить все то, что мы хотели ранее. А можно и просто даже подождать. Если же вы начали с длайта, то длайт, прыжок, сейр, airglide за спину, дейр. Далее можно делать любую свою комбинацию, либо слайд и повторять прошлую. Уворот вверх. Слайд, airglide за спину, light, airglide, recovery. Если же начали с длайта, то длайт, light, airglide, recovery, ну короче, как обычно. Как вы уже успели заметить, я показываю 2 рида на каждую возможность уворота.
Делаю это из-за того, что умея делать вышеперечисленное, вам не должно составить большого труда сделать домашнюю работу, закрепив усвоенный материал на практике самостоятельно и адаптировать ваши знания под ваши нужды. Может, я и показываю, начиная со слайда и длайта, но это вовсе не означает, что начинать иначе нельзя. Как пример, вместо слайда подходит иногда сейр, но не наоборот, естественно. Думаю, вы поняли, о чем я. У ворот на игрока, в данном случае вправо. После слайда просто немного ждем и повторяем то, что хотели ранее. Слайд, прыжок, дейр, слайд, длайт, сейр, дейр. Если же вы начали с длайта, то длайт, сейр, дейр, слайд, длайт, сейр, дейр. У ворот вниз. Если противник уклонился вниз, стоя на платформе, что ж, соболезную ему. Можете делать буквально все, что хотите. В случае же с длайтом, то длайт, лайт, прыжок, дейр, слайд, лайт. Ворот влево, в данном случае побег от нас. Чтобы догнать противника после слайда, просто с задержкой, с шажком или эйрглайдом, выбирайте, что хотите сами, делаем длайт, чтобы догнать убегающего. Либо после слайда делаем эйрглайд по диагонали в сторону врага и дейр. Дальше решайте, как продолжить. В случае же, если вы начали с длайта, то длайт, нлайт, прыжок, рекавери, эйрглайд и рекавери. У ворот по диагонали на тебя вверх. Слайд, прыжок, сейр, дейр, слайд. Как вы поняли, весьма однообразно. Да, вы можете придумать что-то интересное и красивое, но эффективность превыше всего, помните это. Что же касается комбинаций, если вы не поняли, как они строятся в прошлой главе, думаю, сейчас так наверняка. Дальше разбирать смысла я не вижу, ведь мы с тобой, надеюсь, понимаем, что ты вряд ли увидишь что-либо новое дальше. Предлагаю на этом моменте и закончить, потому что... В принципе, все риды, они строятся от обычных комбинаций. Это мы все проходили ранее, все я объяснял ранее. И если ты играешь на луке или хотя бы будешь делать домашнее задание, грубо говоря, не просто посмотришь этот гайд, да, и скажешь, ну все, я теперь шарю, как играть на луке. А пойдешь в тренировочную игру, с ботом, потренируешь комбинации, потренируешь риды. Думаю, тогда это даст наибольший эффект. Думаю, ты и сам это понимаешь. Эндинг. Заключительная глава. Я такой счастливый, я наконец-то дошел до нее. Ладно. Короче, для начала скажу. Всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. Мне очень приятно. Надеюсь, я вам хотя бы как-то смог помочь. Гайд был очень тяжелый. Очень долго я его делал. Безвывозно. Вот серьезно. У меня было 3 дня. И 3 дня я его монтировал. Сидел это дерьмо и страдал. Короче, если вы хотите что-то добавить, поправить или подсказать, не стесняйтесь, пишите в комментарии. Все мы люди, я тоже мог ошибиться или что-то где-то не учесть. Также рад любой поддержке. Хоть подписывайтесь, лайки ставьте, комментарии, на ссылки в описании переходите, подписывайтесь. Боже, да любое. Честно говоря, готовя этот гайд, я, признаться, капец как устал, честно, вот просто ужас. Я не знаю... А когда писал риды, и вовсе чувствовал себя клоуном. Это просто что-то с чем-то. Из-за чувства, что я пишу то, что вы наверняка уже поняли. Ведь, как я говорю все время в своих гайдах, в первую очередь, гайд делается для того, чтобы новые игроки могли понять, как работает игра на этом оружии, как она строится. И во вторую очередь уже игрокам, которые играли на этом оружии, чтобы они лучше узнали этот самый вид оружия. Фу, это тяжело, это ужасно тяжело. Честно. Я каждый раз, когда делаю гайды, это 4-й гайд на канале или какой, не помню, честно. Именно для меня цифра 4 это то, что было тяжело. Именно тяжелые гайды, после которых я прям, когда что-то другое монтировал, чувствовал, что легко. Легко. Когда ты монтируешь что-то подобное, тебе потом другие работы делать совершенно легко, потому что это несоизмеримо больше или меньше. Короче, относительно чего смотреть, неважно. Также невероятно вытекали глаза, когда играл с зеленым экраном, несколько часов для записи красивого видеоряда. Думаешь ты, наверное, что круто, наверное, играть с таким фоном. Нет, не круто, потому что это все на стадии монтажа было добавлено. Фон, карта, что там еще, спецэффекты, звуки, боже, да что там только не было на этой видеодорожке, того, чего у меня не было.
Кто ходит на стримы знает, что там было на стримах. На стримах мы играли зеленым фоном, вытекали глаза не только у меня, но еще и у вас. Короче, завершая скажу, рад я любой поддержке. Переходите в описании, ссылки там, подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. Я очень старался, я очень буду грустить, если это, как говорится, не оправдает моих надежд. Поэтому подписывайтесь, если вы еще не подписаны, чтобы я вас не потерял. А все ссылки на все соцсети в описании канала. Пока, увидимся.